Привет, Эйяре мой. Слушайте внимательно, потому что то, чему мы сейчас являемся свидетелями здесь, в 2026 году, это то, к чему никто по-настоящему не был готов. Не аналитики, не инсайдеры, даже фанаты, которые думали, что видели все. Тэхён и Чингук двигаются по-другому. Тихо, обдуманно. Дают намеки, которые не кричат о внимании, но которые невозможно игнорировать. Молчат в моменты, когда молчание кажется тяжелее слов. Делают выбор, который многим фанатам кажется совсем не случайным. И вот тут начинаются вопросы. Это просто совпадение, собранные воедино чрезмерно думающим фандомом? Или мы наблюдаем за тщательной подготовкой к полноценной сольной эре, той, которая тихо, терпеливо строится прямо у нас на глазах? Фанаты разделились во мнениях. Слухи с каждым днем становятся все громче. И одна крошечная деталь, настолько незначительная, что большинство ее не заметили, внезапно меняет всю картину. Оставайтесь до конца. Потому что, если это правда, то это может быть самым большим изменением, которое мы когда-либо видели в их поведении. Что делало этот момент тревожным, так это не шум. Это была тишина. Но неспокойная. Странно было не то, что они говорили. Странно было то, что они не говорили. Фанаты и так перегружены ожиданиями, теориями и надеждами, но что-то изменилось. Атмосфера вокруг Тэхёна и Чингука изменилась так, как люди могли почувствовать, но не могли сразу объяснить. Это было похоже на то, как будто вы заходите в комнату, которую знаете много лет, и чувствуете, что что-то не так. Мебель почти не двигается. Все выглядит так же. Но ваше тело знает. Что-то изменилось. Вот так ощущалась тишина. Немирная. Насыщенная. Моменты начали тихо накапливаться. Не настолько драматичные, чтобы сами по себе стать трендом, но их невозможно игнорировать, когда они расположены рядом. Разные графики появлялись все чаще. Слова подбирались тщательно. Тонкие изменения в тоне. В их глазах во время коротких появлений горел другой свет, словно они несли что-то тяжелое, что-то незавершенное. Каждая улыбка казалась чуть тяжелее. Каждое непринужденное предложение звучало как отрепетированное. Словно они кружили вокруг истины, которую не были готовы, или им не разрешалось произнести вслух. И тут наступил момент, нарушивший спокойствие. Одно предложение. Тихое. Почти небрежное. Почти выброшенное на ветер. Но фанаты это заметили. Они всегда это замечают. Не было никакого драматического объявления. Никаких мелькающих заголовков. Никаких смелых заявлений. Просто тихий ответ. Долгая пауза. И взгляд. Этот взгляд был похож на медленно закрывающуюся дверь, в то время как другая открывалась где-то, где мы не могли видеть. Фандом мгновенно раскололся. Некоторые говорили, они просто устали. Другие шептали «нет». Что-то грядет. Ленты новостей заполонили. Старые интервью всплыли на поверхность. Слова анализировались. Жесты застывали и приближались кадр за кадром. Мелкие детали, которые раньше игнорировались, внезапно стали казаться преднамеренными. Словно хлебные крошки, разбросанные по годам. Люди начали соединять точки, которые, возможно, никогда и не должны были соединяться. Но как только образ формируется в вашем сознании, вы уже не можете его развидеть. И возникший вопрос был тревожным. Готовятся ли они не просто к переменам, а к полноценной сольной карьере? Идея была захватывающей и пугающей. Потому что сольная карьера – это не просто музыка. Это не просто искусство. Соль – это дистанция. Это два пути, образующиеся там, где раньше был один. И никто не знает, как далеко друг от друга эти пути в конечном итоге могут разойтись. Шепот перерос в дискуссии.
Дискуссии переросли в споры. Споры переросли в бессонные ночи. Экраны светятся в 3 часа ночи. Фанаты смотрят, прокручивают, обновляют страницу, надеясь на подтверждение, которое так и не приходит. Каждое обновление что-то объясняло. Но этого всегда было недостаточно. Их слова были мягкими, тщательно подобранными. Но в их глазах бушевали бури, которые никто другой не мог полностью прочитать. Это было похоже на наблюдение за развитием истории в замедленном темпе, зная, что приближается поворотный момент, но не зная, исцелит ли он сердце или разобьет их. И самое болезненное осознание. Они выглядели готовыми. Готовыми к чему-то большему. Готовыми к чему-то другому. Возможно, даже готовыми идти вперед в одиночестве. И все же один вопрос оставался, висел в воздухе, невысказанный, дрожащий, жгучий на краю каждого разума. Если они выберут разные пути, это эволюция или прощание? И это тот вопрос, на который никто не хочет отвечать. Пока нет. Потому что следующий шаг может изменить все. Перелом произошел не на сцене. Он произошел в промежуточные моменты. Улыбки за кадром. Незаконченные предложения. Те короткие секунды, когда им казалось, что никто на самом деле не смотрит. Вот тут-то история и изменилась. Фанаты заметили, как они двигаются по-другому. Как 2 линии, медленно изгибающиеся от одного центра. Не от гнева. Не от холода. Просто неизбежность. Такое плавное движение, которое не производит шума, но оставляет глубокий след в груди. Затем появились проекты. Не объявленные как сольные. Не обозначенные как что-то драматичное. Просто отдельные. Разные темы. Разная эстетика. Разный эмоциональный накал. Это было похоже на наблюдение за 2 созвездиями, расходящимися в собственное небо, каждое сияет по своей причине. И чем больше они становились, чем громче становилась невысказанная правда, тем сильнее она становилась. Они больше не выглядели испуганными. В их молчании была уверенность. Спокойствие в том, как они избегали определенных вопросов. Как они улыбались вместо того, чтобы отвечать прямо. Не отрицание. Не подтверждение. Просто такое молчание, которое говорит, мы уже знаем, к чему это ведет. Фанаты почувствовали, как земля уходит из-под ног. Некоторые пытались сохранять рациональность. Некоторые шутили. Некоторые просто смотрели в свои экраны, чувствуя, как что-то хрупкое растягивается слишком сильно. Потому что все понимали, что на самом деле значит сольная карьера. Это не было предательством. Это не было расставанием. Это были перемены. А перемены причиняют боль, особенно когда они исходят от людей, с которыми ты вырос. Слухи набирали силу. Инсайдеры намекали. Анонимные посты появлялись в полночь. Внезапные утечки исчезали так же быстро, как и появлялись, оставляя после себя скриншоты и рукопожатия. Теории разрастались по спирали. Может быть, они уже решили. Может быть, эра группы подходит к концу. Может быть, они просто перестали притворяться, что ничего не изменилось. Официально ничего не было сказано. И каким-то образом это сделало все громче. Музыка стала звучать по-другому. Как признания, обернутые в мелодию. Тексты, которые ранят глубже, если слушать их в одиночестве, в темноте. Слова о расстоянии. О времени. О том, как они перерастают старые версии самих себя. Не напрямую друг о друге, но достаточно близко, чтобы задеть. И тут пришло осознание, которое изменило все. Они не убегали от этого. Они шли навстречу этому. Взгляды ясные. Как будто эта версия их самих годами ждала за занавесом, наконец-то выйдя на свет.
И все же один вопрос висел повсюду. В комментариях. В личных чатах. В тихих сердцах фанатов. Если они действительно полностью перейдут к сольной жизни. Переживет ли любимая нами история эту трансформацию? Или мы одновременно являемся свидетелями начала чего-то великолепного и конца чего-то незабываемого? Никто не знает. Но это чувство неоспоримо. Следующий шаг будет не просто новостью. Это будет поворотный момент. И он ближе, чем кто-либо хочет признать. Затем наступил момент, которого все ждали. Без громких заявлений. Без фейерверков. Просто интервью. Просто. Сдержанно. Вежливо, пока не стало не таким. Вопрос прозвучал мягко, как всегда бывает с серьезными вопросами. Что насчет вашего будущего? Вместе или по отдельности? Момент молчания. Чингук не ответил первым. Тэхён тоже. Они посмотрели друг на друга всего на секунду дольше, чем нужно. Этого было достаточно. Взгляд, который сказал больше, чем могли бы сказать слова. Взгляд, словно разговор, завершившийся где-то в уединенном месте, вдали от камер, за несколько месяцев до этого момента. Затем появились улыбки. Мягкие. Идеальные. Профессиональные. Улыбки, призванные скрыть правду, а не раскрыть ее. Они говорили осторожно. О росте. О переменах. О том, чтобы идти своим путем. О том, чтобы уважать пути друг друга. Ни одного прямого «да». Ни одного прямого «нет». Только набросок ответа без его сути. И почему-то это ранило сильнее. Видеоролики распространились за считанные минуты. Интернет никак не отреагировал. Произошел взрыв. Фанаты снова и снова прокручивали одни и те же 3 секунды. Пауза, взгляд, тихий выдох перед тем, как заговорить. Вот где скрывалась настоящая история. Некоторые говорили, они уже решили. Вы можете это увидеть. Другие настаивали, они просто осторожны. Но даже отрицание теперь дрожало. Потому что в глубине души все узнавали это выражение, тихое принятие пути, выбранного задолго до того, как его разрешалось объявить. С этого момента перемены стали неоспоримыми. Их искусство стало более личным. Их слова – более избирательными. Их совместное присутствие ощущалось драгоценным, почти хрупким. Как нечто в своей последней, прекрасной фазе перед тем, как стать чем-то совершенно иным. Не было ссор. Не было скандалов. Не было переломного момента. Только зрелость. И неизбежность. Мечты не останавливают время. Они ускоряют его. Мальчики, за которыми люди наблюдали, как они взрослеют, перестали быть мальчиками. Они стали мужчинами, стоящими на перекрестке, который не позволял им оставаться на месте. Соло перестало быть слухом. Это стало похоже на конечную цель. И все же они никогда не закрывали дверь в прошлое. Они никогда не говорили «конец». Никогда не говорили «закончено». Они говорили с мягкостью, которая поддерживала надежду, опасно живую. И теперь мир ждет. 2 художника, готовые двигаться вперед в одиночку. 2 легенды, связанные историей. Миллионы сердец, ожидающих невысказанной правды. И за всем этим шумом остается один вопрос. Когда, наконец, настанет этот момент? Будут ли фанаты готовы услышать ее? Или это будет фраза, которая изменит все в одно мгновение? Время идет. И, похоже, они это знают. Потому что это произошло не на сцене. Это произошло не в студии. Это произошло в тихой комнате, вдали от света и аплодисментов. Некоторые моменты не оставляют громкого следа, когда они происходят. Они просто меняют направление всего, что происходит потом.
Это был один из таких моментов. Никаких камер. Никаких интервью. Просто два человека, годами несущие один и тот же груз, наконец-то столкнувшиеся с вопросом, который они больше не могли откладывать. Что, если следующий шаг будет не вместе? Не из-за гнева.